Собака не отходила от младенца ни на шаг, ни днем, ни ночью. Она смотрела на него так, будто знала то, чего не знали родители. Сначала это казалось странным, потом пугающим. А в одну ночь все стало ясно, и эта правда повергла их в шок. С того дня, как Эмилия и Даниэль привезли домой новорожденного сына Ноа, их немецкая овчарка Рекс перестала быть обычной собакой. Каждую ночь он лежал у кроватки, не сводя глаз с ребенка. Он почти не спал, чутко прислушивался к каждому вдоху малыша. Сначала Эмилия думала, что это ревность, но быстро поняла. В поведении Рекса не было агрессии, только тревога, будто он предчувствовал опасность. Со временем его поведение стало еще страннее. Он отказывался покидать детскую даже на минуту и тихо рычал, если его пытались вывести. Однажды ночью все стало ясно. Рекс внезапно залаял, разбудив Эмилию. Подбежав к кроватке, она увидела, что Ноа не дышит. Началась паника. Даниэль вызвал скорую и пытался делать искусственное дыхание. Рекс метался рядом, словно умоляя спасти ребенка. Через мучительные секунды малыш наконец вдохнул и заплакал. Врачи объяснили, это был приступ апноэ, остановка дыхания во сне. Они предположили, что собака почувствовала изменения раньше техники. С этого момента Эмилия поняла, Рекс не просто питомец, он спаситель ее сына. Через несколько дней ситуация повторилась, и снова Рекс среагировал быстрее приборов. Тогда в детской для него оборудовали постоянное место. Он стал настоящим стражем сна ребенка. Даже когда дыхание Ноа нормализовалось, Рекс не расслаблялся. Однажды он спас малыша от падения, когда тот оказался на краю кровати, в другой раз – от возможного похищения. Ночью злоумышленник попытался проникнуть в дом через окно. Рекс атаковал его и прогнал, защитив ребенка. Позже Эмилия узнала правду о прошлом собаке. В приюте ей рассказали. Раньше Рекс жил в семье, где погиб младенец. Он пытался разбудить хозяйку, но было поздно. После этого он замкнулся и тянулся только к детям. Возможно, забота о Ноа стала для него второй попыткой спасти того, кого он когда-то потерял. С этого дня Эмилия стала относиться к Рексу иначе, как к равному, как к существу, способному чувствовать глубже многих людей. Между ними возникла особая связь. Но время шло. Ноа рос, учился ходить, держась за шерсть Рекса, смеялся и играл с ним. А Рекс старел. Он все так же охранял ребенка, но двигался уже медленнее. Однажды ночью он не пришел в детскую. Эмилия нашла его в гостиной. Он лежал спокойно, будто просто устал. Она позвала Ноа, и мальчик, погладив его, прошептал «Спасибо». Рекс тихо сделал последний вдох. Его похоронили в саду, под большим дубом. Ноа положил рядом свою игрушку, чтобы другу не было одиноко. Прошли годы. Ноа вырос, но память о Рексе осталась с ним. Каждый вечер он шептал в открытое окно «Спокойной ночи». Иногда Эмилии казалось, что ветер отвечает тихим шелестом. Когда сын однажды спросил, был ли Рекс ангелом, она ответила «Да, просто без крыльев, но с огромным сердцем». И, возможно, это была правда, потому что такие существа не исчезают. Они остаются в любви, которую подарили.